Всем привет, я мистер Бреттон, владелец группы Softwarp и автор игры Finding Bigfoot. Скорее всего, большая часть моей аудитории англоязычная, поэтому специально для них я оставил субтитры под видео. Субтитры в самом видео закончатся прямо сейчас. Итак, сначала расскажу, как все началось. Кто-то может удивиться, но почти всю игру я сделал один. Сам написал скрипты, находил модели, прописал интеллект Бигфута. Лишь иногда мне помогали друзья с постройкой карты, потому что вы не представляете, насколько этот лес огромный, я так задолбался его ставить. И Бигфут был моей первой игрой вообще. Я почти ничего не знал о студии, не умел ничего нормально делать. В общем, был долбоёб. Из-за этого игра была вообще не оптимизирована. Она лагала даже на средних компах. И я искренне соболезную тем, чья видеокарта сгорела, как только они запустили эту игру. Скрипты были настолько запутанные, что я сам в них еле разбирался. В общем, игра вышла дерьмовой, но все же нашлось несколько ценителей, кто назвал эту фекальную массу лучшей игрой про Бигфута в Роблоксе. Но я не хотел развивать проект только потому, что он был сделан человеком с кривыми руками. Не думайте, что сейчас мои руки стали прямее, просто я научился лучше скрывать свои косяки. В общем, полгода назад мне написал странный чел. Он хотел купить мою игру. Он тоже хотел сделать игру про Бигфута, и моя игра ему была нужна, чтобы использовать наработки оттуда. Но поскольку я не продажная дешевка, то решил переиграть его и предложил помощь в разработке его игры. Бля. Кажется, своей гениальностью я переиграл сам себя. Неважно. Я почувствовал в его проекте потенциал, поэтому во мне загорелась искра. Но все оказалось не так радужно, как я думал. От игры было лишь название. Модель Бигфута в игре оказалась гораздо уродливее, чем моя бывшая, а интерфейс заставлял мои глаза кровоточить. Но разве это повод отказываться от такого лакомого кусочка? Я решил вплотную заняться этим проектом, и с Божьей помощью мы сумели набрать команду, которая при общих усилиях может читать по слогам и делить столбиком. В подробности вдаваться не буду. Мы много кого нанимали и увольняли, и делаем это до сих пор. Игра находится в настоящем производственном аду, но я надеюсь, до релиза бета-версии осталось не так уж и много. Так что же мы высрали за эти полгода? На самом деле не так много, как хотелось бы вам. Если вы думали, что я буду использовать наработки из своей старой игры, то не думайте. Думать вредно. Я уже говорил, что моя игра слишком дерьмовая, и поэтому я не хочу использовать ее кривые скрипты. Почти все я написал с нуля. Но помимо работы над ошибками в игре будет и немало нового. Покачивание камеры, новые системы инвентаря и оружия, и еще что-то, но я забыл. Однако спешу спустить с вас штаны. Игра развивается довольно медленно, но глава проекта закрывает на это глаза и планирует бета-релиз уже в августе. Я знаю, что игра будет крайне сырой, и контента в ней будет максимум на 2 недели. Хотя справедливости ради, в моей игре за столько времени разработки контента набралось максимум на 2 часа. Как выяснилось, мы по-разному смотрим на игру. Я вижу ее преимущественно как кооператив, балансирующий между страхом и весельем, где тебя может напугать обычная ворона, а Бигфут может буквально прилететь на тебя с неба. Он же видит игру реалистичной, в которой все подается крайне серьезно. В свою защиту скажу, что игроки сделают комедию даже из самой серьезной игры, поэтому почему бы не посодействовать им в этом? Мне интересно, на чьей вы стороне, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вы бы хотели видеть эту игру. И так как я уже задолбался монтировать, то я пойду кушать. Всем удачи!